Ну вот осталось тут проехать буквально 3-5 минут, и мы очутимся у следующего объекта, у храма, который называется Прасад Кпоп. Очень интересный объект обещает быть. Ну что, друзья, все, выбрался я из этого изумительного комплекса. Комплекс, конечно, впечатляет, блин. Там копать, копать и копать. Именно этим он и впечатляет своей нетронутостью. Ну вот, поехали дальше. Поехали дальше. Следующий объект находится здесь буквально в 2 шагах. Ну, шлем я, разумеется, уже не буду надевать, потому что... Фак, она раскаленная теперь. Сидушка-то. Я ж парковался, когда не было жары. Я не знаю, как теперь ехать. Задница сгорит. Так, нам нужно сейчас отсюда выехать, повернуть вот на эту дорогу и поехать направо. Есть такой вариант, есть такая возможность? Похоже, что нет, да? Давайте посмотрим. Сейчас я загляну в карту. Только надо где-то встать. Вот здесь, например. Так, друзья, во мне неожиданно проснулся топографический кретинизм, и я поехал в другую сторону. В общем, мы разворачиваемся, едем назад. Ну, а там буквально пара сотен метров. Песок и выжженная земля. Вот так вот приедет человек в Камбоджу, попадет сюда и подумает: боже мой, это же просто какая-то пустыня. Но приедет во влажный сезон и не узнает это место. Так, в общем, нам туда. То есть эти 2 объекта, они расположены по оси север-юг. Ну и, соответственно, вдоль древнего водного пути. Ну, понимаете, это ведь все что угодно могло быть, да? То есть если эти так называемые храмы располагаются в основном вдоль водных путей, то тут необходимо понять, в чем был смысл их такого расположения. Так, вот у нас плантация кэшью. Надо будет, что ли, подрезать парочку фруктов, если они есть. Вон там есть. А здесь уже все объели, да? Ну ладно, найдем. Ну тут тоже какой-то пересохший канал. Ладно, мне надо в карту посмотреть. Ну тут такой прям интересный перекресток. В общем, нам куда-то прямо там надо будет попасть. Это вообще не дорога, я вообще по полю еду. У меня только вопросы, я смогу там как-нибудь попасть на дорогу-то? Вообще нифига не факт. Да? Ну, конечно. Скорее всего, я там и на дорогу-то не попаду. Блин, придется разворачиваться. Мне вон та дорога нужна, видите, которая торчит. Сейчас давайте попробуем. Да не, я не буду, ребята, там сейчас пытаться даже, потому что там, по-моему, канал и в нем вода. Давайте объедем. Ну вот так вот ездить здесь по Камбодже. Ты думаешь, что дорога есть, а ее на самом деле нет. Тут что-то понавысаживали, я даже не знаю что. Что-то такое растет. Может, тоже кэшью. Очень активно крестьяне обживают все эти территории. Как только какую-нибудь дорогу построят, тут же появляются крестьяне. И все засаживают
самыми разными культурами. Так, стоп, машина. Вот у нас есть проезд. Давайте здесь проедем. Ой, одной рукой, конечно, рулить так себе удовольствие. Друзья, всем привет! Вы на канале Мир на блюдечке. А канал Мир на блюдечке сейчас находится в очередной экспедиции. Мы изучаем древнюю водную инфраструктуру Камбоджи. Вот в предыдущем ролике мы посетили один из таких объектов, называется Прей Вихея, то есть лесное святилище в переводе, который находится как раз в точке пересечения древних каналов. Ну, я вообще сейчас нахожусь в месте, которое называется Северная группа храмов, которая находится за пределами археологического парка Анкор. И здесь очень много, и все они расположены либо в каких-то узловых точках, либо вдоль каналов, вдоль древних каналов. Мало того, они еще и распределены по осям: север-юг, запад-восток. То есть очень интересная система, которую еще никто вообще не изучал. Французы изучали ее в начале 20 века, и все. Никто не раскапывал, никаких археологов тут не было. Я не представляю, какие там потрясающие сокровища таятся под землей. Вот в предыдущем ролике мы как раз посмотрели такой объект. Ну а сегодня мы отправимся в объект, который находится как раз на одной оси с Прей Вихея. Храм называется Прасад Кпоп. Ну, храм ли это был, конечно, мы не знаем. Он находится чуть севернее вот этого вот храма Прей Вихея. Ехать нормально, комфортно, погода тоже прекрасная. Сегодня солнце светит только лишь эпизодически. Дорога шикарная, ну, по моим меркам шикарная, да. Так что ехать осталось буквально пару сотен метров, так что вперед. Мы едем. Куда, не знаем мы. Я думаю, сейчас быстро найдем. Объект обещает быть все-таки довольно большим. Посмотрим. Опс. То есть представьте себе, я нахожусь сейчас буквально вот в 10-15 минутах езды от тех мест, где у нас просто толпы туристов. А вот сюда не забирается никто. Ну, потому что две собаки бегут, надеюсь, не за мной. Господи, там целая толпа собак. Как хорошо, что мне туда не надо. Вот, даже если вы поедете с гидами, которые специализируются на таких поездках. Ой, собаки! Удрать. Нифига себе, сказала я себе. Они реально за мной погнались. Да, вот чего в Камбодже надо действительно опасаться, так это собак. Пришлось дать дёру. Все, вроде отстали. Ну, слава богу, они так быстро бегать не умеют, как едет мотобайк. Так, вот я и вижу уже какие-то намеки на наличие храма. Фу, собаки меня аж взбодрили. Так, и там тоже собаки. Ой-ой-ой-ой-ой. Да их до хуя. Да их до хуя. Даже не знаю, куда деться. Так, давайте встанем здесь. Фух, короче, друзья, собаки и с одной, и с другой стороны, и в этом нет ничего смешного. На самом деле реально очень опасно, потому что их там целая стая, блин. Ну, я вот сейчас где-то посередине остановился и иду сквозь эти джунгли в надежде здесь что-то найти.
Жесть, конечно, блин, с этими собаками. Слушайте, мне гораздо комфортнее путешествовать там, где вообще нет никаких людей. Я, конечно, понимаю, что если что-то случится, мне некому помочь. Но отбиваться от собак тоже не входит в мои планы. Ладно, давайте искать. Во всяком случае, это все где-то здесь, в этой рощице. Это где-то здесь. Тоже совершенно неизвестный объект. Тоже никто ничего здесь не копал. Никто ничего толком не искал. И датируют его у нас опять 12 веком. То есть временем строительства Анкор-Вата. Или говорят, чуть позже. В общем, 12 веком его датируют. Чего мы, конечно, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. И как тут идти, хрен его знает, товарищ майор. Да, ну вот там как-то. Давайте. Я еще с рюкзаком за плечами хожу. Ну что, я его там буду бросать, что ли? Мне сейчас еще надо продумать стратегию, как проскочить мимо псов обратно. Фух. Да, много всяких препятствий, конечно. Так. Прислушался к звукам. Там какие-то люди живут. Вот это вот их собаки были. Мне, честно говоря, не хочется, чтобы собаки сюда прибежали. У меня даже палки нет никакой. Давайте возьмем палку. Если что, будем отбиваться. Так. Так, где же это может быть-то? То, что я в правильном месте нахожусь, в этом я не сомневаюсь. Я просто не очень понимаю, как в этом огромном лесу что-то вообще найти. Очень надо искать. Так. О, я вижу какое-то возвышение, друзья. О, я нашел. Смотрите. Первое, что мы встретили, это саркофаг. Вот такой вот саркофаг, к которому подразумевалась крышка. Судя по всему, он совсем маленький. Видите, вот моя рука. Вот, оцените, он совсем маленький. Понятно, что в этих саркофагах никого не хоронили, да? Он тоже геометрически так хорошо сделан, да? В общем-то, но не до конца как будто бы обработан. Вот это у нас все глина. Ой, какое-то насекомое. Я всполошил. Не, ну тут тоже у нас и прорези, все есть. Все есть, друзья. Это всего лишь навсего глина. Все нормально с ним было, он обработан снаружи. Но изнутри не совсем. То есть это было не так важно. Ух ты! Нифига себе! Вот это махина. Это у нас махина из песчаника и латерита, что говорит о том, что его, конечно же, строили, перестраивали, вот так скажем. Ну, ходим мы тут по блокам песчаника.
Вот как глубоко находится у нас дверь. Смотрите. Давайте пройдем сюда. Вот кладка. Ну, кладка, конечно, как обычно, качественная. Никаких зазоров, ничего. То, что вы видите, что выглядит как зазор, это всего лишь навсего не снятый верхний слой. То есть вот этот вот верхний слой, он должен был быть еще снят, и поверхность должна была остаться гладкой. Ну, потому что мы видим такие примеры. Вот. И тогда, конечно, бы мы никаких швов уже бы не увидели. Очень хорошая кладка. Вот, посмотрите, как тут все качественно сделано. О, красота. Что внутри? Ой, внутрь я уже не буду спускаться. Просто вам покажу. Тут у нас ниши, кстати. Довольно-таки необычно. Такие вот ниши. Давайте я фонарик достану, потому что так я вижу, что в камере ничего не видно. Так, вот я достал фонарик. Давайте посветим. Вот. Видите, здесь такие вот ниши сделаны. Вот. Со всех 3 сторон ниши. Тоже довольно-таки необычная история. Но вообще-то здесь древностью-то пахнет прям такой изумительно. Ну и там цоколь из латерита. Мы видим внизу. То есть мощнейший цоколь, скорее всего, все это стоит у нас на цоколе. Так, здесь никаких надписей нигде не сохранилось. Да, надписи у нас, как правило, вот на таких вот дверных коробках. И нам потом рассказывают, что вот, значит, это надписи времени строительства. Какая глупость. Здесь кругом тоже валяются вот эти блоки, которые, наверное, упали с башни. Башня мощная, конечно, красивая. Так, все, фонарик нам больше не нужен. Ну и вот стены. Я не знаю, как они тут датируют 12 веком. Я, честно говоря, никаких признаков пока что никакого века здесь не вижу. Здесь вот интересно выглядит, посмотрите. У нас идут блоки не до конца обработанные. Это не следы каменоломни, друзья. В каменоломне следы по-другому выглядят. А вот тут у блока, ну, возможно, отвалился просто кусок. Да, песчаник, он эродирует вот таким образом. То есть вот этот блок, он, в принципе, установлен неправильно. Он установлен вертикально. То есть нужно класть всегда горизонтально, да, чтобы вот эти вот слои песчаника находились горизонтально. И это, судя по всему, ошибка была строительная. Мы с этим сталкиваемся. Видите, какой тут мощный засып. Здесь вот еще какое-то помещение. Тоже оно все под землей. Да, какая-то башня была. Кирпичное, кстати, помещение. Вот, видите. Угу. Да, это все кирпич. Вот, кирпич здесь обычный, кстати, небольшой. Очень человеческий. Ну, потому что, допустим, в комплексе Коке мы встречаем кирпичи, которые одной рукой не поднять. Ну, то есть они были как будто бы для гигантов сделаны, потому что, ну, каменщики как работают, да, они берут одной рукой кирпич. Ну, вот, а кирпичи в Коке одной рукой не взять. В отличие от этих, которые совсем крохотные, человеческие. Ну, и вот мы здесь находимся сейчас с западной стороны, то есть с задней стороны. У нас главный ход, как правило, всегда на востоке, а это у нас задняя сторона. Вот лично я вам скажу, я бы скорее датировал, конечно, это место веком XI. Ну, если отталкиваться от официальной хронологии. Какие основания для того, чтобы датировать более поздним временем у них были, я не знаю. Ну и вот полностью эродированный когда-то потрясающий барельеф. Это мы видим по остаточкам. Вот они 3D. Смотрите, вот перемычечка. Тут была перемычка. Здесь везде были перемычки. Вот такие вот остатки. Ну, здесь все эродировало. Барельеф когда-то был прекрасный. Вот. И меня спросят, а с чего ты взял, что это были объекты водной инфраструктуры? У них же барельефы, у них же декор.
Ну, во-первых, декор у нас не всегда религиозный. Вообще религиозный декор появляется довольно-таки поздно. На самых ранних барельефах мы видим цветочные узоры. И никаких богов вообще никого, никаких существ. Вот. И лишь позже появляются боги. А декор, ну, слушайте, семиотика, друзья. Это, возможно, были какие-то знаки. То есть, если это связано было с технологическими процессами, то оператор этих самых машин мог ориентироваться вот по этому декору. Ну, какой смысл там несли эти знаки, это уже, я не знаю, это уже надо гадать, что-то придумывать. Но на самом деле, вот представьте себе, если бы, там, скажем, через 1000 лет археологи нашли склад с нашими дорожными знаками, ну, грубо говоря, с дорожными знаками. И как бы они их расшифровывали? Не зная, например, что у нас были машины, ну, потому что они все сгнили за 1000 лет, и вообще ничего от них не осталось. И, допустим, произошла какая-то мировая катастрофа, после которой люди начали переплавлять железо для своих нужд, да, и переплавили все, до чего могли дотянуться, а все остальное просто заржавело и все, без следа исчезло. Немножко жарко мне, простите. Вот. И они бы тоже столкнулись с проблемами расшифровки этих знаков. А мы к декору относимся просто как к декору. Ну а если это технологические сооружения, друзья, то и декор мог играть какую-то роль, да, указывать на какие-то действия при возникновении каких-то событий. Ничего не буду спекулировать, для этого существуют другие блогеры, они всегда все знают. Я ничего не знаю, я вам показываю и призываю вас в комментариях, ну, додумать, я не знаю, что-то придумать, какие-то свои версии. Вот посмотрите, кстати, например, когда мы видим кирпичные постройки, они явно избыточной толщины, то есть тут у нас очень толстые стены. Если это просто обычное религиозное сооружение, то нет никакого смысла делать метровые стены. Ну, это бессмысленно, потому что это дорого, да? Все умеют считать деньги, хоть нам и говорят, что в Анкоре денег не было, но что-то они все равно считали. Как-то все это все равно оплачивалось. Вот еще одна башня, да? Тут тоже кирпич, а здесь, похоже, латерит. Да, можно мне пройти? Вообще не знаю, что это. Может, это тоже кирпич. Ой, что это такое вообще, друзья? Это вообще песчаник. Я не знаю, что это. Тут, это неровная поверхность, тут как будто бы какой-то декор. Не знаю, не знаю. Ну, в общем, друзья, непонятно. Все очень и очень непонятно. О, какой попрыгунчик. Видите, саранча, что ли, кузнечик. Ничего не боится, главное. Ну и тут, видите, тоже все очень грубо. Ничего снаружи не обработано. Оно, может, и не должно было быть обработано-то, друзья. Может быть, если это здание технологическое, то зачем снаружи обработка? И, возможно, мы просто заблуждаемся, когда говорим, что где-то что-то здесь недостроено. Оно, может, и не подразумевалось. Может быть, это здание стоит для того, чтобы просто создавать нагрузку, массу, так как находится на пересечении каналов, чтобы не происходило ни размытия, ни подмытия, ничего не происходило, да? Вполне возможно, господи, тут постоянно под ногами кто-то ползает, прыгает. Вот. Ну и кругом мы видим очень много блоков. Так, саркофаг мы уже увидели. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Так, это у нас что? Я не знаю, какой-то полукруглый блок. Возможно, что он с верхушки этой башни, с вершины этой башни. Там устанавливались такие круглые конструкции в виде раскрывшегося бутона лотоса. Вот еще с этой стороны обойдем. А вот кирпичная башенка во всей красе. Ну, слушайте, ну правда, такие мелкие кирпичи. Вот я впервые вижу, кстати, друзья. Смотрите. Вот такое я вижу впервые. Посмотрите, как здесь кирпичи, интересно, уложены.
Они неровные, посмотрите. Вот он трапециевидный, он расходится, а здесь тоненький, а здесь вот такой. То есть все кирпичи, такое ощущение, что разные. Но у них действительно очень хитрая была кирпичная кладка. Не зря она так долго сохраняется. Да, вот это красота. Да, друзья. Ну, хотите сюда попасть? Обращайтесь. Я вас обязательно привезу. Что ж. А какое основание, мы тут не очень понимаем. Скорее всего, из латерита. Ну, так как в шахте, в этой неглубокой шахте, которую мы видим в центральной башне, там был латерит, то, очевидно, все это основание из латерита. Мы сейчас по нему идем, на самом деле. Заканчивается оно где-то там, глубже. Все вот туда уходит еще. Я ничего не вижу. Я увидел один эродированный барельеф, а больше я ничего не вижу из такого хитрого декора. Так, а что у меня? Все живо, все цело. Господи. Так. Ну, здесь опять очень много кирпича. Очень много кирпича. То есть тут была еще какая-то постройка. И эта постройка, возможно, была библиотека. Библиотеки – это здания неизвестного предназначения, находившиеся перед башнями, перед комплексом башен. Они были всегда парные, и никто так до сих пор не придумал, для чего они были нужны. Библиотеки есть практически везде. И они всегда смотрят на башни. То есть вход у них противоположен входам в башню. Что здесь? Ничего особенного. Просто блок. Ага. Ну вот еще одна башня, смотрите. Да их тут много было, друзья. Ух ты. Да их тут было прям много. Вот был вход. То есть это вот как раз не библиотека, это просто башня. Раз у нее вход с востока, в библиотеку был бы вход с запада. Ну, на самом деле, это я сейчас так придумал, а может быть вход и с той стороны, потому что здесь я не знаю, я ничего такого не вижу, чтобы нам указывало на то, что здесь был вход. Ну, может быть, его тут и не было. Да, интересно, что здесь? Здесь ничего. Ну, здесь уже просто лес. Так, давайте еще обойдем. Ну, то есть вы видите, да, опять мощнейшее сооружение. И находится черт знает где. Ну почему тут не могло быть больших поселений? Потому что тут сеть каналов очень развитая. То есть тут мы видим каналы, 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 их пересечения. Это не как в Анкоре, да, где довольно-таки большие просторы. А здесь все очень скучно, очень мелко. Ну и не верю я в эту фанатичную религиозность. Вот я, конечно, не люблю оперировать такими словами, как верю, не верю. Вот латерит. Вот латерит, да, это основа из латерита. Я все-таки нашел. Угу. То есть все это стоит на основании из латерита, который создавал массу. Так, а это у нас вход. Здесь один вход, и там дальше еще вход. Ну, я не очень понимаю, опять же, конфигурацию. Это у нас как будто бы кусок дверной коробки, да? А как со стыками здесь? Такое ощущение, что блоки просто друг на друге лежат. Нет, это фигурные замки. Очевидно, с той стороны 45 градусов, а с этой стороны просто так они лежат. Ну, подобные замки я вам уже много раз показывал, хитрые замки дверных коробок. Да, друзья, хотите сюда попасть?
Приезжайте, я вас отвезу. Будем вместе убегать от собак. Ну, зато вы увидите то, что не увидит никто. Это совершенно точно. Никто. Друзья, смотрите, я вот еще только сейчас вдруг мне в голову пришло. Ну, так сразу что-то не соображаешь. Ну вот, сейчас покажу, что я имею в виду. Надо для этого опять попасть в башню. Сейчас. Проберемся. Вот. Так вот, смотрите, друзья, здесь мы видим песчаник. Да, вот это у нас все песчаник. Но песчаник в этом комплексе это всего лишь облицовка. На самом-то деле здание построено из латерита. Видите? Это на самом деле большая редкость, слушайте. Я вот сразу не обратил что-то внимания, а вот сейчас обратил и немножко так удивился. Да, то есть это все здание выстроено из латерита и облицовано полностью песчаником. Да, это не перестройка, как я сначала подумал. Это прям реально так и задумано. И это прям очень интересно. Да, еще дверную коробку мы не изучили, она супер. Посмотрите, это острый угол без снятой фаски. Вот люди, которые занимаются обработкой камня, да, они всегда немножко в шоке, когда видят вот эти вот острые углы. Ну, понятно, что тут уже эрозия за столетия или тысячелетия проявила себя. Но в целом они все это умели как-то так обрезать, что не снимая фаску, у них оставался угол без сколов. Высококачественная работа по камню. Ну, просто в наше время недостижимый уровень. Просто недостижимый уровень. Это подтвердят все, кто работает руками. Ну, а у гуманитариев понятно все там. Все просто. Все очень просто. Да, кстати, математиков я тоже отношу к гуманитариям. Друзья, математика это гуманитарная наука, не техническая. Поэтому, когда вы слушаете математика, то держите ухо востро. Те еще фантазеры. А вот, еще что-то нашел. Господи, тут посмотрите. Здесь валяется куча каких-то... что это? Ну, какой-то осколок постамента. Да, это какой-то постамент. Интересно. Интересно. Тут тоже квадратик и внутри квадратики. Забавно. Редко такое мы встречаем. Вот в предыдущем объекте то же самое видел. Ну, разное время, разные люди. Здесь явно недообработано, вы видите, да? Вот они идут следы какого-то инструмента. И финишной обработки не было. Вот здесь тоже очень красиво, геометрически все сделано, все ровненько, все супер. Да, вот здесь мы видим следы недообработки. Вот. Кто-то где-то что-то недообработал по какой-то причине, но здесь, судя по всему, находилась статуя. Видите, какое отверстие огромное. Судя по всему, внутри статуя находилась. Вот мы видим здесь тоже блоки латерита. Вот, возможно, из основания. Вот сама башня. Вот здесь я внизу стою. Так, давайте еще окинем взором. Тут, видите, приходится очень долго все это изучать, потому что, ну, вот оно валяется, где валяется, да, и нигде этот храм не описан. То есть невозможно там открыть сайт, прочитать, приехать, посмотреть. Вам проще, у вас уже есть мои видео. Ну и у вас есть телеграм-канал «Друг Аркадий. Пища для ума», на который каждый мой подписчик ютуба должен подписаться. Ну, во-первых, чтобы меня поддержать. Ну, а во-вторых, чтобы читать статьи. Я что, зря, что ли, стараюсь, их пишу? Так. Ну что ж, на этом, пожалуй, все, друзья. Давайте уже будем заканчивать. Мне кажется, я здесь уже увидел практически все. Чтобы увидеть больше, нужно уже копать. Как я уже сказал, тут никто ничего не копал. Боже мой, что там может быть под землей? Там и золото, может быть, и бронза, и даже какие-нибудь
интересные барельефы. Ну что значит даже? Они тут по всей Камбодже валяются на каждом углу, эти фантастические музейные экземпляры. Ну вот, друзья, приезжайте в Камбоджу, пишите мне заранее, сделаем вам отличную программу. Дешево не обещаю, а вот интересно будет точно. Ну все, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на Бусти, приезжайте в Камбоджу и всем пока, увидимся в следующем ролике.